Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Куликов, и сегодня я расскажу немножко опять про Ford Transit. Ну, сами понимаете, новая игрушка, хочется ее сделать под себя максимально, чтобы пользоваться на все 100% данным аппаратом. Так как я частенько передвигаюсь с прицепами, мне очень необходим фаркоп. Вы скажете, почему сразу сновья не поставили фаркоп? Ну, сновья у дилеров фаркоп стоит в районе 45 тысяч. Вот. И то попозже я подробнее расскажу, почему я отказался от них. Не только из-за цены. Фаркоп очень нужная вещь. У меня в хозяйстве 3 прицепа. И поэтому необходимо его ставить. Мне не нравятся такие вот, знаете, большие вот мандула. Здесь такая торчит, здесь фаркоп. Так вот. Мне нравятся вот аккуратненькие фаркопы, вот, чтобы не видно было, чтобы он там под бампером сам стоял, а здесь вот только крюк. На мой взгляд, вот эта моделька самая оптимальная для моих потребностей, для моего визуального ряда, скажем так. Мне нравится, как выглядит вот этот фаркоп. Это Имеола фаркоп польский E054. Кому интересно, что это за модель. Итак, давайте приступим. Я расскажу, как его поставить и как сделать к нему электрику. Поехали! Приступаем к установке самой незаменимой части автомобиля. Кстати, вот без этих вот штучек установить нам, как положено, не удастся. Обратите внимание, размерчик. Так, приступаем. Сначала устанавливаем механическую часть на автомобиль. Для начала откручиваем вот эти 2 болта и вот этот. Вставляем первый крепеж. Все очень просто, но пока просто примеряю я. Потому что сейчас еще вот здесь вот надо будет вот в эти 2 дырки нарезать резьбу. И с этой штукой будет неудобно. Пока просто примеряю. Нарезаем резьбу. И как бы приступаем к окончательной сборке механической части. Электрика будет чуть позже. Здесь слегка мешала выхлопная труба прорезать. Поэтому я ее вот так вот, лень было снимать с резиночек. Я просто ее поддомкратил и вроде не мешает. Ну что, все готово. Пока просто все наживил, все поставил. Теперь все закручиваем как положено. Ну все, вот так вот это выглядит полностью в собранном виде. Все закреплено. Просто великолепно. Никакая обычно здесь борода такая торчит. Здесь вот небольшой такой причал для ротозеев. И все. Никакая мандула тут не торчит. Получилось, на мой взгляд, великолепно. И все про все на земле с помощью картонки, как говорится, и такой-то матери, с перекурами на пиво. Быстро очень, где-то за час-полтора все прикрутил. Ну, осталось только электрику. Электрику сейчас сделаю, тут вообще ничего сложного. Есть что сказать по поводу оригинальной розетки, но тем не менее сейчас вам все расскажу, как подключить электрику в автомобиле Ford Transit. Итак, вот эта фишка
которая находится под машиной, предназначена специально для подключения электрики фаркопа. Но, к сожалению, мне подключить ее, активировать не удалось. Специально скачал программу ForScan, активировал там все функции платные, которые, разобрался с самой программой, активировал функции, которые касаются фаркопа, но электричество, скажем так, никак не появилось на проводах в этой фишке. Поэтому единственное, что я мог взять с этой фишки, это плюсовой провод, который у меня будет основным в задней части автомобиля. К нему я подключу камеру заднего вида, также я к нему подключу фишку, розетку прикуривателя. Также, изучая литературу на западных сайтах, брошюры по безопасности, брошюры по подключению, инструкции, мануалы, все это я изучал. Но, к сожалению, конкретно, как подключить к этой фишке, я не нашел. Ну, как говорят все инструкции, берете кусок провода, вставляете в эту фишку, вставляете, крепите к фаркопу, и якобы все должно работать. Однако не работает. И вот в одном австралийском мануале я нашел вот такую вот сноску. Она означает, что для микроавтобусов, по-английски это van звучит, поэтому даже не парьтесь, а подключайтесь к фарам. Поэтому я тоже плюнул и подключился к фарам. Так что у кого эта фишка заработала, кто как смог ее подключить, если, конечно, смог, делитесь в комментариях. Будет очень интересно. Вот. И, кстати, звонил я дилерам, хотел, ну, раз такое дело, для всеобщего нашего комьюнити водителей фордов, я хотел уже, черт с ним, заплатить эти деньги, 45 тысяч, и поставить фаркоп у них и сделать, активировать эту фишку. Однако, позвонив туда, я долго мучил специалиста по электрике. Он говорит: да, мы очень качественно все ставим, мы очень все здорово делаем, подключаем через блок комфорта, все там, все согласовываем, все как положено. Я говорю: ну и в итоге-то куда вы подключаете? Оригинально к фишке фаркопа, которая под машиной, и выводите розетку уже к самому фаркопу? Нет, говорит, мы подключаемся к фарам и типа хорош. Ну и все, я-то тут понял, что никто с этой фишкой не разбирался, даже дилеры, никто не заморачивается, может даже в самих мозгах нету этого чипа для фаркопа, то есть куски проводов в машине есть, а чипа фаркопа нету. Потому что этот чип, если почитать инструкцию, он очень умный. И, допустим, если у вас на фаркопе, на прицепе точнее, у вас есть лампа заднего хода, то этот чип, видя, что у вас подключен прицеп, он не будет включать лампы заднего хода на машине, он сразу включит их на прицепе. То же самое касается и противотуманных фонарей. Ну, как бы, не знаю, мне активировать не удалось. Увидел я эту надпись о том, что не парьтесь и ставьте все к фарам. Ну, к фарам подключать очень просто, все элементарно, никаких вопросов нету. Провести провода под машины тоже никаких трудностей не вызывает. Поэтому я сделал именно так. Второй этап подключения фаркопа — это проводка проводки, что называется. Сейчас будем подключать ее к фарам. Для начала изучаем схему и длину проводов. У нас тут получается, что вот зелененькие
И здесь вот зелененький, это указатель поворота направо. Вот, но у меня зелененький выходит, он длинный, значит, он сам блок управления должен быть с левой стороны, вот, и потом уже длинный провод идет на правую фару. Значит, весь этот главный блок с фишкой размещаем с левой стороны и проводим, уже кидаем длинные провода на правую сторону. Под машиной здесь все просто. Здесь вот такая вот резиновая заглушка. Сквозь нее я сейчас пропущу провода и уже поведу их к самому фаркопу. Здесь у меня будет вот на этом отверстии будет у меня фишка. Вот так, провод. И сейчас мы его тут разложим до фишки. Плюс берем из стандартной розетки фаркопа, просто рассверлил контактик, вставил обычную маму и сейчас поставим на место. Вот так вот получается. Вот так вот вошло все, в общем-то, герметично. Сейчас все проведу и подключу к фарам. Все, подключил саму фишку согласно схеме. Сейчас мы ее поставим на место и уже все закидаем провода и подключим к фарам. Вот так вот подключается к фарам. Все, нашел где какой провод, габарит, поворотник, стопарь, противотуманка. Все, с одной стороны готово. На правую сторону проводочки стопорей и поворотников. Вот они пошли. Вот я их под накладочку. Ну вот и все. Вот так розетка у меня стоит. Все, чистота, порядок. Сейчас подключим прицеп и посмотрим, как это будет работать. Вовремя.